Национальный центр «Россия» – пространство гордости за свою страну и людей, которые в ней живут. Аналогов ему в мире нет. Здесь работает постоянная экспозиция «Путешествие по России». Это наглядная демонстрация достижений нашей страны в прошлом и настоящем. С момента открытия Национального центра в ноябре 2024 года прошло более 10 выставок. Мы сотрудничаем с лучшими производителями страны. В универмаге «Россия» можно найти продукцию, созданную руками и сердцем. В гастрономических рядах представлены кухни народов России. Через вкус можно многое узнать о стране, ее традициях и культуре. Национальный центр – это сотни культурных, образовательных, деловых и международных событий, важных для всего мира. Мы соединяем сердца на первом, единственном в мире свадебном фестивале. Это бережное сохранение традиционных семейных ценностей. Мы бережно храним память о подвигах героев и объединяем людей со всех уголков России, создавая живую связь прошлого, настоящего и будущего. Особое внимание уделяем молодежи и развитию их профессиональных навыков. В школах юного экскурсовода и журналиста мы признаемся в любви к родине. В 2029 году откроется новое здание Национального центра в Москве. Слава!
Ваши аплодисменты, дамы и господа, хору Сретенского монастыря. Спасибо. Спасибо. Как мы рады вас всех видеть. Какие вы красивые, подготовились, нарядные. А девушки, мужчины, поаплодируйте девушкам. Они готовились сегодня все утро. И мы с огромным удовольствием приветствуем всех учителей, будущих педагогов, наставников, исследователей, методистов, путешественников. Мы рады видеть всех, для кого карта мира начинается не с условных обозначений, а с живого интереса к стране и к людям. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну и прежде чем мы начнем наш сегодняшний маршрут, я представлю мою прекрасную соведущую, журналиста, телеведущую. Наверняка вы ее прекрасно знаете, встречались с ней утро на телеканале «Россия», советника президента Русского географического общества по информационной политике и просто прекрасную, вот такую невесомую, хрупкую, потрясающую девушку. Анастасия Чернобровина. Остановись! Позволь мне посвятить несколько секунд тебе. Сегодня для меня огромное удовольствие быть с этим путешественником. Мы вообще люди, живущие на чемоданах, и вот, наконец, два путешественника встретились в центре Москвы. Это невероятно заряженный знаниями и большим опытом журналист, телеведущий, путешественник, ведущий программы «Утро» на Первом и программы «Поехали» Евгений Покровский. Даже если я просил еще сказать прекрасный мужчина. Хотя ладно, все, бог с ним, и так нормально. Я считаю, и так даже много. Так, друзья, ну что же. География – это редкий предмет, где слово «масштаб» одновременно означает и цифру на карте, и уровень наших замыслов. И сегодня масштаб у нас действительно большой. Планов, как говорится, громадье. Это правда. Сегодня в одном зале у нас собрались представители всех регионов, разных поколений, разных профессиональных маршрутов. Осталось нам только проверить координаты. Итак, Москва, Национальный центр «Россия», форум учителей географии. Ну что ж, координаты верные. Аплодисменты. Ну а главная точка нашего сегодняшнего маршрута – это, конечно же, учитель. Прежде всего, человек, который первым показывает ребенку, что Россия – это не просто какие-то контуры на карте, а пространство истории, культуры, природы, труда и, кстати, личной ответственности. У нас сегодня не так много времени, но мы проведем эти 1,5 часа с пользой. Мы поговорим о школе и университете, об экспедициях и научных открытиях, о человеке как части географии и о географии как части человеческой судьбы. И мы, конечно же, обещаем, что никакой контрольной сегодня не будет. Вот этой вот фразы достали листочки, написали номер варианта, вот этого все не будет. Мы, максимум с вами поиграем в города, и то после официальной части. Хотя, кстати, после сегодняшней программы, возможно, многие захотят сами провести ее у себя в классе. Итак, пленарное заседание форума учителей географии объявляется открытым. Ура! Форум учителей географии и студентов профильных вузов мы начинаем в пространстве, которое, действительно, оно уже буквально само по себе похоже на большой современный урок о России. Здесь достижения страны становятся видимыми, осязаемыми, история регионов близкими, а будущее предметом общего разговора. Итак, для приветствия мы приглашаем на сцену генерального директора Национального центра «Россия» Наталью Сергеевну Виртуозову. Добрый день. Добрый день, Наталья Сергеевна. Здравствуйте, добрый день. Для меня сегодня большая честь приветствовать здесь, в Национальном центре России, который создан по распоряжению нашего президента Владимира Владимировича Путина. Владимир Владимирович тоже здесь часто бывает. Спасибо ему огромное. И я хочу сказать, что вы преподаете особенный предмет. Удивительный предмет. Я считаю, мы всей командой считаем, это романтичный предмет. Это тот предмет, наверное, это именно тот предмет, который заставляет думать широко, безгранично, а значит мечтать. Знаете, президент сказал такую фразу: «Границы России нигде не заканчиваются». Это именно о безграничности нашей страны во всех смыслах. И мы, вдохновляясь этой фразой,
в этом году создали выставку «Уроки географии», которую, очень надеюсь, у вас будет возможность посетить сегодня. У нас каждый день эту выставку посещают не менее 1000 человек. Все ее очень любят, нам даже жалко, что она скоро закончится. И вот когда мы готовили эту выставку, мы поняли, какая же все-таки это сказочная наука. Поэтому я хочу вас всех поблагодарить за то, что вы выбрали этот предмет, за то, что вы его преподаете, за то, что вы его любите. А значит, у нас у всех есть надежда на то, что наши дети, все мы продолжим мечтать. А я вам желаю плодотворного дня, пусть вам будет интересно, и еще пусть вам будет очень уютно у нас здесь, в Национальном центре «Россия». Уютно и интересно. Хорошего вам дня. Спасибо еще раз. Спасибо, Наталья Сергеевна. Спасибо. Спасибо. Кстати, границы России нигде не заканчиваются, которая произнес легендарная фраза Владимира Владимировича. Она была произнесена, если вы помните, на премии Русского географического общества, когда школьник пытался ответить на вопрос президента, какие у нас границы России, чем они очертаны. И тот ответственно отвечал по каждому, просто вот по каждому краю нашей страны. И я стояла и думала, ну какие у нас великие учителя географии, которые столько знаний вкладывают и столько ребенок помнит. И какие у меня великие соведущие. Просто человек энциклопедических знаний, друзья. Я думаю, тоже можно поаплодировать Анастасии. Ну и сразу же мы продолжим. Сегодня с нами в зале, в прямом эфире, учителя, студенты, методисты, исследователи, путешественники со всей страны. И собрались мы здесь точно не для того, чтобы учить вас географии, ведь главное здесь все-таки вы. Еще раз можем поаплодировать сами себе. Уважаемые коллеги, сейчас на экране появится QR-код, с помощью которого вы сегодня можете задавать свои вопросы. Самые любопытные, самые важные для вас мы постараемся успеть озвучить, задать их нашим уважаемым спикерам, которые появятся на этой сцене. Если они не успеют в силу просто обстоятельств и времени ответить на какой-либо из ваших вопросов, мы обещаем, я беру на себя эту ответственность вместе с Национальным центром России, что эксперты обязательно пообщаются с нашими спикерами, и вы услышите все волнующие вас ответы. Ну и, как знают все путешественники, успех любой экспедиции – это крепкая команда. Поэтому сегодня в нашей экспедиции хотим представить вам следующих спикеров. Итак, под ваши аплодисменты мы приглашаем на эту сцену Ольгу Викторовну Петрову, заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации. В фокусе развития высшего географического образования, научных исследователей и профессиональных возможностей для молодых специалистов. Также мы приглашаем Оскара Федоровича Конюхова, руководителя штаба экспедиции Федора Конюхова, человека, который знает даже самая подробная карта и иногда оставляет место для открытия. Добрый день. Приглашаем Станислава Владимировича Дробышевского, кандидата биологических наук, антрополога, основателя движения проекта Дробышевского. Вы слышите аплодисменты? Он Здесь подскажет. ваши фанаты. Он подскажет, как посмотреть на географию через историю самого человека, понять, как климат, рельеф и природная среда влияли на его происхождение, расселение и развитие. Также мы приглашаем на сцену Михаила Ваганова, учителя географии высшей категории президентского лицея «Сириус», победителя конкурсов «Знаний лектор» и флагмана образования, человека, для которого ученики не только слушатели, но и соавторы. А также нашего коллегу, как приятно это говорить, Валдиса Пельша, телеведущего, актера, музыканта, путешественника, режиссера и продюсера документальных фильмов, члена Русского географического общества с крепким таким рукопожатием и почетного профессора МГУ имени Ломоносова. Мы очень рады вас видеть. Пожалуйста, присаживайтесь. Итак, география сегодня востребована далеко за пределами школьного кабинета. Она необходима в науке, в пространственном планировании, экологии, работе с большими данными, развитии регионов и даже новых технологий. Давайте мы начнем разговор пока на тему высшего образования. По поводу среднего образования мы обязательно поговорим в течение этого времени, потому что у нас очень много вопросов абсолютно каждому
следующему спикеру на эту тему. Что касается высшего образования, Ольга Викторовна, мне бы хотелось вам задать вопрос. Вот сегодня меняется подготовка специалистов географического профиля в российских университетах. Мы об этом тоже постоянно говорим в эфире. Программа «Утро России» на канале «Россия-1». Какие компетенции становятся для студентов особенно востребованными и какие работодатели уже выстраиваются в очередь за такими ребятами? Спасибо большое за вопрос. Во-первых, позвольте поприветствовать всех. И позвольте начать тоже со слова благодарности Национальному центру России за организацию этого мероприятия и за такое привлечение внимания к такой важной сфере, как география. Мы, безусловно, и в системе высшего образования вместе с коллегами из Министерства просвещения выстраиваем программу подготовки будущих учителей географии. Но я хотела бы еще обратить внимание на то, что география — это большая-большая наука, которая имеет очень мощную исследовательскую базу. Здесь, безусловно, без этого не может быть выстроено и, собственно, и преподавание географии в школе. Поэтому большие факультеты, основополагающие факультеты, и Московский государственный университет, где создается и по-прежнему развивается такая научная составляющая географии, конечно, создают и такой базис для всех исследований в этой сфере. Если говорить в целом про студентов, которые выбирают для себя это направление, это, конечно, не просто вот только география, это и картография, геодезия и много других наук, которые смежных отраслей связаны с таким понятием, да, то, мне кажется, у всех студентов такое одно есть качество, такая любознательность и постоянное желание узнать больше. И здесь я, конечно, хотела бы, наверное, поблагодарить всех учителей, потому что, мне кажется, именно учителя географии делают вот это вот первоначально, вызывает интерес у школьников, которые потом выбирают для себя эту сферу как сферу профессиональной деятельности. И именно учитель в школе зарождает вот этот огонек, да, загорается. Конечно. И дальше мы уже в университетах его поддерживаем и создавая возможности в различных полевых практиках. Вот я знаю, что здесь много студентов присутствует, но присутствовало бы еще больше. Но многие уже поехали как-то в поля изучать географию уже не в теории, а в практике, такую исследовательскую часть. Конечно, мы, говоря вот тоже про сферу географии, не ограничиваемся только вот нашей образовательной программой и теми студентами, которые имеют это как профессию. В последнее время у нас очень активно развивается сфера такого студенческого туризма. И здесь есть программы, такие как студтуризм, например, научно-популярный туризм. Мы создаем описание научных троп, и это тоже, конечно, все связано с географией и со всем, что создает такой еще больший интерес и вовлеченность в эту уникальную сферу. Ну и с развитием туризма, наверное, да, в первую очередь, если изучение троп, значит, с этим связаны все нюансы. Из области географии. Да, с развитием туризма это, конечно, знаете, как такая-то еще большая гордость и за свою малую родину, больше знакомства с тем, что, кажется, вроде много раз проходил мимо, а потом, когда узнаешь детали, то еще больше удивляешься. То есть, конечно, это такая фундаментальная основа для патриотизма, для гордости, восхищения и, наверное, еще большего вовлечения в такую исследовательскую составляющую. Много ребят в рамках программы нашего университетского технологического предпринимательства тоже создают различные продукты, которые помогают и географам в исследованиях, и тоже смежным отраслям, которые уже интегрируют такое технологическое развитие в исследовательскую составляющую. Поэтому, мне кажется, география — это такая отрасль, и это тоже подтверждают и говорят наши студенты, которая, во-первых, безгранична, и ты можешь никогда не останавливаешься. Это, знаете, как любая наука, это океан знаний, в который ты попадаешь, и понимаешь, что его границ нет.
нету, и как только ты доходишь до какого-то момента и понимаешь, все, я что знаю все, ты в этот же момент понимаешь, что перед тобой встает огромное пространство для чего-то нового. И в этом и сила, в этом и прелесть. И, конечно, хотелось бы, чтобы всегда был интерес у наших прекрасных ребят, и вот эта активная такая социально ответственная гражданская позиция, которая позволяет нам созидать, создавать и понимать, что наша страна, великая Россия, безграничная, могучая, многообразная. И в этом, конечно, тоже сила знания и сила всех нас, которые, объединяясь, помогают дальше развивать и усиливать все наши суверенитеты. Безусловно, Ольга Викторовна. У нас поступают вопросы. Да, у нас уже пошли, прям буквально посыпались первые вопросы из зала, Давай. и кому как не вам на них отвечать, потому что вы, ну так скажем, посвятили себя работе со студентами, с высшими учебными заведениями, вы посвящаете себя развитию науки, и вы вообще более 20 лет, вот всю систему образования, вы ее буквально снизу доверху прочувствовали. Поэтому кто, как не вы, должен ответить вот на этот вопрос. Какие профессиональные направления сегодня открыты для выпускников географических факультетов и как университеты могут помочь студентам увидеть эти карьерные возможности еще во время обучения? Спасибо. Но, безусловно, школа и университеты открыты всегда, и можно уже во время практики и стажировок, и я уверена, что все школы ждут студентов на вот именно во время практики уже получать тот опыт, который еще больше вовлечет в профессию. Затем Российское географическое общество – это тоже наши коллеги, и во многих университетах есть соглашение и о прохождении практики, и о совместных исследованиях, потому что мы понимаем, что это, безусловно, тоже основа и фундамент. Различные Института Академии наук, но и на самом деле все сферы, которые картографии, сейчас и беспилотные, да, летательные аппараты, все, что с этим связано, это тоже те знания, которые явно нужны и пригодятся ребятам для работы в этой сфере. Спасибо, спасибо. Вот еще один вопрос. Он чуть-чуть похож, но все же чуть иначе звучит. Какую роль географическая наука и специалисты-географы могут сыграть в пространственном развитии страны и обеспечении ее технологического лидерства? Ну, непосредственно, собственно, когда вот я говорила про примеры, где мы технологически... А я как раз хотела уточнить, что конкретно вот сейчас предлагает в этом плане наша знаете, наука. даже исследование и получение быстрой информации с точки зрения вот, пространственных данных, картография, которая тоже постоянно мы обновляем в соответствии с какими-то теми или иными ландшафтными изменениями. И даже когда встает вопрос о строительстве каких-то объектов, то, безусловно, сначала идет вот именно такое исследование с точки зрения картографической пространственных данных, и потом уже встраивание и с учетом ландшафта, и с учетом особенностей местности, и с учетом дизайна, и это все про это. Искусственный интеллект уже без него Искусственный тоже интеллект, никуда. безусловно, как тот инструмент, который используется, но в любом случае в искусственном интеллекте должен быть человек, который напишет тот промпт, правильно напишет, чтобы получить тот результат, который поможет уже более эффективно провести анализ и выстроить то или иную, решить ту или иную задачу, которая стоит перед студентами, перед сферой, перед индустрией. Спасибо. И чем раньше студенты узнают перспективы, тем быстрее они решат связать свою жизнь все-таки с географией. Абсолютно точно. Поэтому мы стараемся вот именно практическую составляющую интегрировать как можно раньше, для того, чтобы, ну, во-первых, больше было интерес, потому что мы точно видим, как только студенты вот окунутся уже в настоящую профессию, в то, что их ждет дальше, то и интерес, и вот такой, кажется, пыткой к знаниям, оно становится еще более явным, и активность, вовлеченность и такая созидательное вот именно отношение к получаемой информации, оно точно является еще более активным.
Вот некоторые университеты уже научились выстраивать взаимоотношения с работодателями, с разными компаниями, которые ждут, когда появится новоиспеченный специалист. Вот в области географии чуть-чуть, мне кажется, сложнее ситуация. Что вы подскажете сейчас специалистам, как им выстроить сотрудничество с научными организациями, с регионами, индустриальными партнерами, чтобы студенты решали конкретные задачи развития территории? Это и вопрос из зала. Вы знаете, но все взаимодействие у нас, безусловно, реализуется вокруг основной образовательной программы, по которой обучаются студенты. И у каждой основной образовательной программы есть тот самый индустриальный партнер, который ждет вот студентов как такие свежеиспеченные пирожки. И мы видим, что сейчас и сама вот наша тоже новая реформа высшего образования, она направлена как раз на более близкое сближение индустриального партнера и самого учебного заведения. Поэтому больше вопрос вот практической составляющей. И здесь нужно, конечно, начинать с того, что в каждом вузе есть центр карьеры, где заключается соглашение о сотрудничестве, о предоставлении места на практику, на исследование. Возможно, если это уже идет какая-то научная исследовательская работа, то студенты просто становятся частью этого процесса. Тут чем раньше начать сближение по взаимодействию, тем, конечно, лучше, более гарантированный будет тот факт, что студент превратиться в молодого специалиста, который работает на том или ином предприятии. Это, знаете, как мы тоже университеты понимаем, что чтобы лучшие абитуриенты пришли в ВУЗ, нужно работать активно со школами и вместе показывать вот именно тот спектр знаний, который можно получить в университетах. А работодатели то же самое, чтобы получить лучшие кадры, нужно, конечно, как можно раньше прийти в ВУЗ и уже на втором-третьем курсе находить вот ребят с горящими глазами, которые хотят двигаться, развиваться, которым все интересно. Но я также обращаю внимание, что мы как университеты, как работодатели, тоже очень хорошие работодатели. Поэтому, конечно, когда студенты остаются частью научных коллективов, остаются на кафедрах, пишут диссертации, это тоже очень важный и нужный трек, потому что, конечно, наука должна быть, и наука является фундаментальной для любого развития. Но главное, чтобы этот работодатель хорошо платил. Я думаю, меня все поддержат. Ну, спасибо. Итак, Ольга Викторовна Петрова, человек, который решает, каким будет высшее образование в ближайшие годы. Вы знаете, кажется, что в 21 веке Земля уже вообще подробно снята со спутников. Ее, кажется, уже всю измерили, нанесли на цифровые карты, но, согласитесь, вот стоит экспедиции выйти в путь, и карта снова становится большим вопросом. Вот, потому что между точками маршрута всегда остается самое интересное. Это погода, риск, человеческое решение, открытие, которое нельзя заранее скачать в телефон, согласитесь. И вот сейчас хочется задать вопрос Оскару Федоровичу. Оскар Федорович, какие вот экспедиции последних лет не просто добавили новый маршрут, а помогли как-то иначе увидеть природные процессы, возможности человека или устройства всей нашей планеты? Коллеги, добрый день. Большое спасибо за приглашение. Мне повезло в жизни, у меня мой первый учитель по географии был мой отец, Федор Конюхов, поэтому спасибо. Поэтому у меня не было шансов не влюбиться в этот предмет. И с детства он мне показывал просторы нашей необъятной страны, брал в различные уголки Сибири, Севера, Дальнего Востока. Поэтому я с детства знаю, что географию надо изучать не только по книгам, но и быть на тех местах, о которых ты читаешь. И вот если говорить про экспедиции, то помимо больших международных проектов, которые мы делаем за пределами нашей страны, вот уже несколько сезонов мы организуем и проводим экспедицию в Приморском крае по пути Владимира Клавдевича Арсеньева. Это уже у нас было 2 сезона подряд. Мы изучаем, как изменилась природа Приморского края. Я сам родился в Находке, поэтому для меня это очень близкая тема. Вырос на книгах Владимира Арсеньева, поэтому когда я иду и этим же путем, а у нас конная экспедиция, мы передвигаемся на лошадях, в том числе и по заповедникам.
где невозможно движение транспорта. И вот ты читал в книге маршрут Арсеньева, и вот ты сейчас находишься здесь, видишь эти реки, эти сопки. Конечно, другое восприятие того, о чем ты читал. Мне кажется, что человек, который изучает географию своей страны, это уже патриот. Потому что, изучая географию, он обязательно столкнется с биографией Пржевальского, с биографией Витуса Беринга, с биографией, опять же, Владимира Клавдича Арсеньева. Какими трудами прирастала наша земля. Я почему так много внимания уделяю Дальнему Востоку, потому что мне эта тема очень близка. И если бы не эти фамилии, возможно, у нас бы этих территорий не было. Поэтому в том числе задача наших экспедиций отдать дань памяти людям, которые открыли эти территории, нанесли их на карты, изучили. В общем-то, мы имеем нашу страну в тех границах, которые имеем, благодаря людям, которые рисковали своей жизнью, которые стремились заглянуть за горизонт, которые были романтиками. Вот что мне говорил мой отец и говорит сейчас, он говорит: Оскар, вне зависимости от возраста у тебя должны гореть глаза, ты должен оставаться романтиком. И сам является таким примером, ему 75 лет, горизонт планирования наших экспедиций на 10 лет вперед, глаза у него горят, поэтому нам есть на кого равняться в данной ситуации. Ну и, конечно, мы гордимся нашей страной, потому что, во-первых, это самая большая страна в мире. Когда просыпается Дальний Восток, Калининград засыпает. 11 часовых поясов. Где это еще есть? Мы располагаемся в двух полушариях, восточном и западном. У нас самая высокая гора в Европе Эльбрус, самое глубокое озеро Байкал, самая большая граница 60 тысяч километров. Экватор 40 тысяч, а граница нашей страны 60 тысяч. То есть ты, когда это все читаешь, конечно, тебе хочется погрузиться, еще больше узнать о стране, о каких-то таких достопримечательностях. Поэтому меня эта тема всегда будоражит с детства. И я очень рад, что здесь собрались поклонники географии, и мы сегодня говорим на эти темы. Да, Спасибо. это большое удовольствие. Спасибо. Оскар Федорович, ну вы же, кроме того, что более четверти века вы руководите штабом экспедиционным Федора Конюхова, вы же еще и сами принимаете участие в экспедициях. Я знаю, вы Атлантику пересекали, и какие-то невероятные проливы проходили, самые сложные. И вот вам, опять же, как никому, этот вопрос из зала: что экспедиция способна показать школьнику такого, что вот не может передать даже самая точная географическая карта? Спасибо. Но я, наверное, чуть-чуть начну с вашего первой части вопроса. Да, я проектный менеджер, я занимаюсь организацией больших сложных экспедиций на протяжении уже 25 лет. И в активе нашей команды 27 мировых рекордов. И, как я уже сказал, горизонт планирования на 10 лет вперед. Но будучи экономистом по образованию, я считаю себя географом по духу, потому что когда ты планируешь экспедицию, ты обязан изучить маршрут. Если старт на весельной лодке от мыса Горн в Южном океане, ты должен изучить, что такое Южный океан, на какой широте находится мыс Горн, какие там широты, ревущие 40-е, неистовые 50-е, какие у тебя будут препятствия на маршруте, какие острова, как ты их будешь огибать. Помимо того, что ты готовишь проект, ты в идеале бы пройти этот маршрут. Пусть не на весельной лодке, это, конечно, задача для одного человека из миллиарда, но на яхте это можно сделать, и я этим как раз занимаюсь. То есть ты должен очень четко и хорошо разбираться в предмете, потому что риск в таких экспедициях очень высок, это цена жизни человека. Поэтому, когда мы готовим экспедицию, мы становимся географами на время и внимательно изучаем ту среду, в которую мы погружаемся. Спасибо. Спасибо, Оскар Федорович. Ваши аплодисменты, дамы и господа. Вот, вы знаете, очень важные слова. Оскар Федорович сказал о том, что вообще только сейчас многие педагоги понимают, насколько важна наука, география практически в каждом направлении, в каждой дисциплине, вплоть до математики и русского языка. Я думаю, что сейчас эти слова подтвердит и наш специальный гость. Да, как раз наш специальный гость, потому что о месте географии в современной школе, обновлении содержания образования и поддержки педагогов важно говорить на самом высоком уровне. И, дамы и господа, встречайте, министр просвещения Российской Федерации Сергей Сергеевич Кравцов, наш специальный гость. Добрый день. Уважаемые коллеги, добрый день. Я рад приветствовать учителей географии. Давно мы не собирались, да?
Я хочу начать с результатов единого государственного экзамена. У нас есть результаты ЕГЭ по географии. И хочу вас поблагодарить. У нас увеличилось количество сдающих географию в этом году на 4500. Больше ребят сдавали географию в этом году. Это очень хороший результат. И общее количество у нас 20 тысяч ребят, которые выбрали географию. Средний балл, несмотря на то, что больше стало выбирать, он примерно остался таким, как был в прошлом году. В прошлом году 54,8, в этом году 54,4. То есть в целом мы видим хорошие знания по географии, интерес к предмету географии. Конечно, уважаемые коллеги, в этом ваша заслуга. Хочу вас поблагодарить. Также сейчас идет разработка единого учебника по географии вместе с Российским географическим обществом. Мы больше внимания уделим России, межпредметным связям географии с биологией, физикой, историей, обществознаниями, другими предметами. Сейчас этот учебник разрабатывается и планируется, что с 1 сентября 2028 года уже по нему будут работать наши школы. До этого мы проведем подготовку учителей и очень заинтересованы будем в ваших отзывах, ваших предложениях, пожеланиях, когда вот учебник появится, когда мы, прежде чем его массово вводить, предоставим вам для апробации, для ваших критических замечаний. Также вы знаете, что у нас утверждена единая программа преподавания географии в нашей стране. Мы сейчас разрабатываем и новые атласы, и контурные карты. И, соответственно, вот эту работу ведем. Я думаю, что, может быть, если есть какие-то вопросы, я готов на них ответить. И еще тоже в завершение такое краткое хотел сказать. И наша гордость, ребята, которые победили в OpenGeo, Международная географическая олимпиада, которая 22 июня завершилась. 25 стран участвовало, 125 школьников. У нас 4 золотые и 2 серебряные медали. Это абсолютный результат. И в октябре этого года запланировано проведение еще одной масштабной олимпиады, Международная олимпиада по географии, где будут участники из стран БРИКС, другие страны. Тоже мы надеемся, что здесь у нас будут блестящие результаты. Ну, а в целом я хочу сказать, что я неоднократно говорил, что все предметы важны, в том числе и география. Нельзя сказать, вот там предмет математика, история важнее географии. Нет. Каждый предмет важен. Музыка, изобразительное искусство, физкультура, математика, история. Мы даем широкий кругозор, базу школьникам. Ну и, конечно, важнейший предмет – география. Поэтому, коллеги, хотел бы вас здесь поблагодарить, пожелать такой успешной работы. Вот, я надеюсь, выставку посмотрели все вот здесь, да, вот очень замечательная выставка. Мы ее здесь с Сергеем Владимировичем открывали, Кириенко тоже на нас произвела впечатление. Мы договорились, что проведем такой съезд учителей географии. Максимальное количество школьников тоже посетят эту выставку. Это замечательное такое пространство, популяризирующее предмет географию в целом. Поэтому такие выставки должны быть не только в Москве, но и в городах нашей страны, других городах нашей страны. Но, по-моему, вот мне организаторы сказали, что в филиалах центра «Россия», которые сегодня открываются по всей стране, обязательно такие выставки будут.
Дорогие друзья, если есть у кого вопросы, есть микрофон в Сергей зале? Сергеевич, позвольте задам первый. Да. Вы учитель географии? Я советник президента Русского географического общества, и все, точка. Надо учителем географии поработать чуть-чуть. К сожалению, слышу вас не очень хорошо, потому что гуляю. Говорю, учителем географии надо чуть-чуть поработать. Что вы, я вот так плохо разбираюсь в географии, поэтому 15 лет в РГУ, все пытаюсь познать все новое и новое. Но знаю, что сейчас самые жаркие дискуссии идут вокруг учебника. Знаю, что вы постоянно на встречах с руководителем комиссии президента Русского географического общества Сергеем Кужугетовичем Шойгу. Вы дискутируете, общаетесь, вы собираете общее мнение от учителей, от школьников, от родителей. И дело постепенно сдвигается с места, потому что вокруг учебника именно географии очень много разных жарких споров. Каким он должен стать, что такое более современный учебник, почему один, а не несколько, как раньше. Вот сейчас, на этом этапе, куда мы движемся, каким он будет? Потому что вот сидят родители, вот Женя, вот я, вот Валдис, у которого 4 детей сейчас выросли на учебнике географии. Мы как раз дискутировали на эту тему, нравится, не нравится. Вы что У нас, смотрите, у нас же есть программа преподавания географии. Под программу, единую программу федеральную, готовится учебник. С Сергеем Кужугетовичем мы встретились. С Российским географическим обществом обсудили. Они координируют эту работу вместе с ведущими учителями, методистами. Сейчас готовится учебник. В течение года он должен быть готов. Потом начнется апробация. Мы планируем с 1 сентября 2027 года. И начиная с 1 сентября 2028 года поэтапное введение единого государственного учебника. Почему единый государственный учебник? Потому что когда у нас там, я по географии сейчас не помню, сколько учебников было, вот, по истории у нас было 54 учебника, по математике более 100 разных учебников. И понятно отсюда, какие проблемы и вопросы. А потом родители удивляются, как вот на ЕГЭ, почему школьник не сдает, а потому что учили, не тому, чему спрашивают. Сейчас программа у нас полностью синхронизирована с кодификаторами проверочных работ, ОГЭ, ЕГЭ. Это 704 приказ, который с 1 сентября этого года действует во всех школах. И, соответственно, под эту программу готовится учебник. Он будет интересным, насыщенным. И действующий учебник тоже неплохой. Он у нас один в перечне ФПУ, но он является коммерческим. Это будет государственный учебник. Права на него будут принадлежать государству. Стоимость его будет в 2,5 раза дешевле коммерческого учебника, а качество в 2,5 раза выше коммерческого учебника. Спасибо. Коллеги, есть вопросы к министру? Можно поднять руку, микрофон есть рядом, вам сразу поднесут. Будьте смелее, уникальная возможность. Буквально у министра несколько минут. Пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста, хорошо? Здравствуйте. Гурьевских Ольга Юрьевна, Уральский государственный педагогический университет, заведующий кафедрой географии, методики географического образования и туризма. Мы очень много говорим о том, что география – недооцененный предмет в школе. Стратегически важный, формирующий географическую культуру, географическую грамотность, но недооцененный. И мы неоднократно на заседаниях комиссии по географическому и экологическому образованию Русского географического общества выходили с обсуждением вопроса о том, чтобы географию России и географию ввести в базовую часть всех педагогических вузов, чтобы предметники все изучали географию наравне с русским языком, физической культурой, историей. И это очень важно. Как вы относитесь к такой инициативе? Инициатива хорошая, но важно, чтобы базовые знания, основные знания школьник получает в школе. Вы сейчас, я так понял, говорите про высшие учебные заведения. База формируется в школе, основные географические, база, фундамент дается в школе. Поэтому здесь очень важно, чтобы мы в школе уделяли внимание каждому предмету, который входит в общеобразовательную программу.
вы правы, что зачастую географии не всегда уделялось должное внимание. Но сегодняшний вот такой съезд в центре Москвы, в Национальном центре России, значит, шаг в этом направлении повышения статуса предмета география. Что касается педагогических вузов или там других вузов, ну, это вопрос, давайте мы отдельно тоже обсудим. Я не против, я поддерживаю эту идею, чтобы там, надо посмотреть, на каком уровне, какие знания давать, ну, так же, как и историческое просвещение, там, философия, вот, которая обязательно к изучению, русский язык, продолжение. Вот. Ну, здесь надо посмотреть. Я пометил, Ольга Юрьевна, давайте пообсуждаем. Вот, я с коллегами еще переговорю обязательно. Спасибо. Спасибо. Коллеги, Есть ли еще вопросы? Есть еще у нас Да, один вот вопрос можно молодой задать, человек пожалуйста. на втором. Здравствуйте, Воеводин Павел, аспирант МПГУ географического факультета и учитель географии. Скажите, пожалуйста, а мы знаем, что через год, да, планируется устный экзамен по истории. Есть ли в Министерстве просвещения инициатива также сделать по географии для всех школьников страны? Хотя бы по курсу географии России, как наиболее важно. Спасибо. Спасибо. Честно говоря, не думали. Вот откровенно скажу, такой инициативы у нас не было, но посмотрим. У нас есть устный экзамен в 9 классе по русскому языку, вы знаете. Будет устный экзамен в 9 классе по истории. Вот. Что касается географии, поработаем. Спасибо за предложение. Спасибо. Да, пожалуйста. Да, вот. Здравствуйте всем, уважаемые коллеги, уважаемые спикеры. Из города Оренбурга учитель географии Нуриденова Гульнар Мурзатаевна. От сообщества нашего географического хотелось бы передать большой, огромный всем привет. И хотелось бы 5-6 классов, особенно в 6 классе, не 1 час географии, а добавить... Это... Спасибо. Да, наболело. Да. Да. Спасибо Да, большое, да. коллеги, за поддержку, потому что именно в 5-6 классе зарождается интерес к географии. Да. Вот Не смотрите, хватает вопрос, практики. Да, я с вами согласен. Да. Я с вами согласен. Вопрос только за счет какого предмета? География, она у нас везде. Нет. Вы же предложили. Да. Вы давайте решение. Вот сейчас мы сейчас соберем учителей. Но мы... Сейчас, подождите, ну мы же ответственные люди. Мы сейчас соберем учителей физики и скажем, и скажем им, мы за счет физики уменьшим. Или как? Нет, вот какое у вас предложение? Да. В 6 классе нет физики, к сожалению. Нет, да. я говорю, допустим, в 7 или 8, в 6 классе история, или русский язык, или музыка. Вот за счет какого предмета? А? Физкультура, да? Вот Физкультуры? все кричат Вот я слышу то, что слышу. Коллеги, давайте, значит, у нас есть внеучебная деятельность, внеурочная деятельность, 10 часов. Вопрос правильный, но неоднозначное решение. Надо здесь очень обдумать, чтобы вот тот баланс, который у нас сейчас есть, посмотреть. Мы же вот по истории, я вчера показывал, наверное, смотрели, учебники «Новое обществознание». У нас учитель истории и обществознания, в основном это один учитель. Мы сократили время, значит, у нас по обществознанию было 136 часов в 6-9 классах, а сейчас 34 часа. Но это время мы отдали на изучение истории России. Может быть, в истории России нам тоже предусмотреть какие-то элементы, вот то, что я сказал сейчас, учебник, он будет междисциплинарным, потому что география связана с другими предметами.
дополнительные занятия. То есть давайте мы посмотрим, потому что одно дело предложить, и все, конечно, я тоже согласен, но надо понять, чтобы здесь и перегрузки не было, если дополнительный предмет давать. Вот, пожалуйста, сформулируйте предложение, мы посмотрим, как можно решить. Спасибо большое, мы Да. все понимаем, но это вот действительно от географического сообщества. Да, спасибо. Это предложение. Спасибо, Спасибо. большое. Спасибо. Спасибо, дамы и господа. Давайте мы еще один вопрос зададим Сергею Сергеевичу, только на этот раз уже попробуйте, если он действительно сложный и наболевший, предложить уже решение. Итак, еще один вопрос. И отпустим. Первый ряд, а второй. Добрый день, уважаемые коллеги. Козлова Галина Васильевна, доцент Курского государственного университета, кафедра географии. Традиционно в программе по географии был раздел «География своей местности». Мы понимаем с вами, насколько это сегодня важно, изучение малой Родины. Но сегодня федеральная рабочая программа, к сожалению, не содержит такой раздел. Мы понимаем, что краеведческий подход – это дело важное, но, к сожалению, эпизодическое упоминание своей малой Родины на уроке не формирует образ малой Родины, не формирует вот тех патриотических чувств к своему родному краю. И это, к сожалению, очень печально. Очень хотелось бы, чтобы вот как-то этот вопрос тоже был отрегулирован, потому что мы очень любим историю, но географию мы любим больше. Спасибо. Количество часов по истории все-таки, ну, мягко говоря, нескромное. Дайте возможность географам тоже воспитывать патриотов. Спасибо. Ну, я еще раз скажу, что все предметы важны, и история очень важна. История очень важна, так же, как и география. Поэтому, честно говоря, здесь я не знал, что такого раздела нет. Мы обязательно, вот я пометил, скажу Ольге Павловне Кулударовой, которая отвечает за содержание образования, что и как здесь можно подправить. Спасибо. Сергей Сергеевич, Да, пожалуйста. знаете, у меня такое ощущение, что вот в этой области, действительно в науке географии, около смежных наук, накопилось столько вопросов, не совсем решенных, что вам пора выходить в прямую линию. Ладно. Сейчас я Вот. еще Мне отвечу кажется, на нам два надо будет вопроса и отдельно поеду. сделать Да, эту вот встречу. кто-то хотел задать вопросы. Пожалуйста. Да, пожалуйста. Да. Николаенко Елена, Санкт-Петербург. Вы просили решения. Я вам могу сказать, что называется, во время непосредственно СССР у нас был в 5 классе, ну, по тем временам в 4 классе, предмет пропедевтики – это природоведение, который объединял естественно-научный цикл, все предметы естественно-научного цикла. А в 6 классе, когда дети уже понимали, а мы все время почему-то бежим впереди паровоза, могу сказать честно, по математике, по истории, даже по той же самой музыке, рисованию. В результате, когда у нас наступает тот момент, дети начинают писать ВПР, они просто, скажем честно, не понимают. Они забывают, да, у нас современные дети, но они забывают то, что они проходили. Они вышли за дверь и сказали нашей географии «до свидания». А какое решение? В 5 классе нам, может быть, даже и не нужна география, потому что дети еще не знают математики, как координаты, а дети теперь не играют в морской бой. Дети не знают, что такое десятичные дроби, а мы объясняем им масштаб, а дети этого тоже не знают. В лучшем случае, если учитель математики идет впереди планеты всей, и у него, кстати, часы есть, потому что на математику всегда дадут дополнительные часы. А вот на географию Какое подумают предложение? 5 раз. Пожалуйста, верните нам природоведение, чтобы могли все науки естественно-научного цикла в 5 классе. В 6 классе дайте нам 2 часа, потому что ребенок к этому времени созревает и головой своей, и непосредственно психологически
он видит. Вы поверьте нам. Даже не убеждайте, все правильно вы говорите. Вопрос за счет, вот 2 часа, какое решение? В 6 классе? Да, за счет какого предмета? Не за счет какого предмета. А как дополнительно? А как дополнительно хотя бы официально ввести как раз в те же самые ВУДы, но именно 1 час давать на географию. И тогда будет и краеведение в 6 классе, и тогда... То есть за счет... Сейчас, понятно. Да. За счет внеурочной деятельности, правильно? Да, Или что? убирается. В каждом классе каждый час. У нас новый предмет ДНК России. И оттуда забираю. Ну вот если можно, что называть... Ну, То есть забрать из ДНК России предмет? Нет, Откуда? он тоже нужно, я его веду. Хорошо, Но спасибо. опять-таки я веду с точки зрения как учителя географии. Я Это понял. очень хороший предмет, Хорошо. и у него большое будущее. Спасибо. Но вот в тот же момент нужно просто, может быть, действительно на ВУДы все-таки отдать сейчас географии. Тогда мы действительно выучим понятно, и да. патриотов, и всех. Спасибо. Пожалуйста. Давайте, и завершающий вопрос. Вот мужчина, да, в первом ряду хотел. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Кривер Александр Сергеевич, Санкт-Петербург. Мы сейчас говорим про базу, но у нас еще в 10-11 классах есть профильные классы. Одна из проблем, то, что у нас учебники профильные 30 параграфов, а там 102 часа. Программа не соответствует учебникам. Я надеюсь, что новые учебники будут рассчитаны на этих 102 часа. Да. Кроме второй вопрос, может быть, сказать, решение. У нас профильные классы – это 80% практических работ решения. Но они рассчитаны на статистический материал, которого нигде нет. То есть каждый учитель вынужден его выискивать сам. Я считаю, что должны быть хотя бы на первоначальное время какие-то электронные ресурсы, где этот учитель может найти эту информацию. Это статистический материал. Да, спасибо. Спасибо. По сути, должны быть какие-то сборники, пусть даже в электронном виде. Потому что когда в программе официально, федерально говорится, что мы используем интернет для выполнения практической работы, но при этом ссылок на материал нет, тоже очень странно. Спасибо. Давайте, и завершающий вопрос вот за вами. Да, женщина, да, пожалуйста. Здравствуйте. Гершинзон Ольга Николаевна. Мы всю жизнь внедряем космическую информацию, в том числе в образование и, конечно, в географию. Очень бы хотелось, чтобы эта часть заняла свое достойное место. И в этом смысле ваш вопрос, за счет каких уроков? Вот, может быть, за счет комбинации IT и географических знаний, потому что сегодня география – это прежде всего информационные системы и больше относится к IT. Мы когда детям задаем вопрос, а как карта появилась, например, в Яндексе, они говорят, ну это же информационная система, это приложение. А сама карта откуда? Они говорят, мы не знаем. Вот мне кажется, надо за счет интеграции одного предмета другим, можно попробовать поднять и интерес к этому, потому что это современная совершенно технология, начиная там от навигации и так далее. Спасибо, что есть возможность высказаться. Да, вы правы. Спасибо. Вот, спасибо. Дорогие друзья, я еще раз хочу вам сказать огромные слова благодарности. Вот для меня вот даже тот диалог, который сейчас состоялся, очень важен, потому что важна обратная связь, потому что лучше вас никто не может сказать, какие решения нужно принять во благо наших детей, чтобы наши дети были образованными, воспитанными и хорошо знали географию. Сергей Сергеевич, давайте чаще встречаться. Друзья, спасибо огромное. Пообещайте. Значит, я попрошу организаторов, я не знаю, кто у нас главный здесь. Да, где организаторы? Можно, что вышли, показались? Значит, чтобы собрали, Они слышат. собрали предложения от учителей. Не просто так коллеги приехали, посмотрели Москву, это очень важно. Замечательный национальный центр, но и высказали свои предложения, которые мы в министерстве обязательно рассмотрим. А те предложения и пожелания, которые вы сегодня сейчас сказали, я их пометил и со своими коллегами обязательно обсужу.
Спасибо большое. Хорошей вам работы. Министр просвещения России Сергей Сергеевич Кравцов. Наш Спасибо. специальный гость. Спасибо. Спасибо. Да, жаркая спасибо. беседа. У меня вот два вопроса сразу родились. Можно Валдис? Позвольте, я к Валдису на «ты», потому что мы уже больше 20 лет знакомы, но не могу я даже ради приличия переходить на «вы». Валдис, у тебя... Более того, ты в Русском географическом обществе мой начальник. Ну, небольшой начальник, но формально да. Поэтому тыкай мне во все. Дорогой, вот у тебя выросли уже 4 детей. Вот ты сейчас по ощущениям, как бы вот что сказал? Хватало вот этих часов географии, когда они в школе учились, у тебя уже выросли некоторые детки, вот чтобы им хорошо знать историю и географию нашей страны. Давай не будем тебя включать, что ты молодой, отличный отец, путешественник, и им много даешь. Вот именно образование, что касается. Надо сказать, что каждый для себя в школе, особенно к старшим классам, выбирает те предметы, которые становятся его любимыми. Мне в этом плане легко, у меня были география и история всегда. Кто-то географию не любит, это объективно. Кто-то тяготеет к математике, для него математика — это некая музыка, мне, допустим, абсолютно непонятная. Мне кажется, что в развитии... Я абсолютно не претендую на некую теоретизацию знания по географии как науки, преподаваемой в школе, но мне кажется, есть у государства очень правильные и многообещающие рычаги, как, допустим, программа, которую курирует Юрий Петрович Трутнев «Дальний Восток. Земля приключений», которая начиналась практически на общественных началах. Сейчас это сотни людей, которые путешествуют по Дальнему Востоку, приезжают туда из самых отдаленных уголков страны и исследуют этот край, снимают сейчас это очень легко и выкладывают, и таким образом, собственно говоря, влюбляются в географию. Более того, мне кажется, что вот тема малой родины, краеведения, она тоже может очень хорошо стимулировать. Просто нужно педагогам придумать некое задание для детей, к нему подготовиться и отправиться на несколько десятков километров от дома. Но это будет экспедиция. Возьмите с собой временной буравчик, да, и вы узнаете, сколько лет лесу, который окружает ваш дом. Таких заданий, которые, в общем-то, являются абсолютно наукообразными, можно придумать огромное количество, и у детей будет ощущение, что они не только изучают, но и вносят свой вклад в науку. Это может происходить совершенно случайно. Мы когда были в Антарктиде, и мы решили заглянуть на американскую станцию Плато, брошенную в 1969 году, она глубоко в континенте. Про это узнали немецкие ученые, и они нам по спутниковой связи прислали запрос. Дело в том, что на этой станции за 50 лет побывали всего лишь 2 проходящие группы. Это англичано-норвежская группа и немецкая. И они поставили вешки для того, чтобы изучать, как Антарктида заносит снегом те станции, которые оставлены. Вот они попросили нас сделать замеры этих вешек, насколько их занесло, потому что в ближайшие 15-20 лет на этой точке Антарктиды никто не побывает. Мы это, естественно, сделали, нам это ничего совершенно не стоило, но при этом мы расправили плечи, и мы все говорили, что мы внесли свой весомейший вклад в изучение Антарктиды. Мне кажется, что вот эта программа, которая создаст полное ощущение, что это правда, хотя это на самом деле правда, что эпоха великих географических открытий в нашей стране, она не закончится никогда. У нас огромная страна, у нас огромные возможности, у нас огромное количество интересных знаний, которые дети могут получать вместе с педагогами при определенной подготовке, не такой сложной. И, собственно говоря, кто-то из них влюбится в географию навсегда и пойдет с ней по жизни. Для кого-то это будет просто интересные моменты, интересный опыт, интересная информация, которую они получают, помимо учебников, помимо того, как педагоги им преподают географию. И мне кажется, это вот этой части, потому что наши дети, они периодически ездят в театры, в зоопарки, на какие-то выставки, но они не ходят в походы, то, чем занимались мы в советское время. Да, да. И я тебя подхвачу.
Пользуясь вот как раз этим моментом, хочу сказать, что Русское географическое общество уже второй год проводит конкурс «Лучший наставник в походе». В этом конкурсе может принять участие не просто учитель географии, учитель абсолютно любой дисциплины, человек увлеченный, увлекающийся, умеющий организовывать походы, умеющий нести ответственность за детей. Знаю, что сейчас это непростой путь, потому что не так легко родители отпускают детей куда-либо дальше собственного двора. Поэтому мы, как общественная организация, хотим постараться сделать все возможное, чтобы подтолкнуть государство к тому, чтобы вернулась вот эта программа походов, школьных походов в нашей стране. Более того, я думаю, что Русское географическое общество никогда не откажет тем, кто присылает письмо и говорит, вот мы живем в таком-то регионе, да, предложите нам, что мы можем исследовать, что необходимо и Русскому географическому обществу, и нашей стране. Может быть, это будет маленький, совершенно вот такой крошечный вклад, но это будет важное, интересное дело, когда ребенок понимает, что он занимается важным делом, для него, у него глаза загораются. Но я знаю, что любой учитель скажет, вы не представляете, какая это ответственность сейчас организовать поход, вывести детей. Да. Мы раньше ездили, я училась в Ижевске, у нас был учитель математики в 6 классе. Благодаря ему я полюбила нашу страну и географию, предмет, потому что он водил нас на 7 братьев в Придурале. Мы ходили, ездили в поездах, спали в палатках, таскали по 35 километров эти рюкзаки, вот мелкие дети. Но он брал тогда за нас ответственность, и тогда организовать поход было гораздо проще. Не знаю, по разным причинам. Поэтому на самом деле мы же сдаем на шторы, да? Ну давайте сдавать на охрану, на обеспечение безопасности. Это не такие большие деньги. Да, но это очень сложный процесс. Учителя заняты, как Сергей Кужгевич говорит, по гланды. Поэтому у вас бесконечная отчетность, бесконечный вот этот вот контроль и сдача домашнего и проверка. Я знаю, какая нагрузка у учителей. Поэтому здесь вот такие общественные организации, такие как люди, как вы, и, конечно, государство, вот Сергей Сергеевич бы почаще на встречи вызывать, чтобы подтолкнуть к тому, чтобы эта программа у нас снова в стране заработала, согласитесь. Потому что, лучше выучить урок географии, чем за пределами класса, по-моему, невозможно. Чувствую, на планерках у вас не так много времени, да, чтобы поговорить со своими подчиненными. Ну давай мы Валдиса еще оставим. Оскар Федорович, можно я еще один вопрос Оскару Федоровичу? Извини, наболела. Оскар Федорович, вот как вы думаете, в учебнике, вот мы коснулись этой темы, министр сказал, пока еще так завуалированно. Как вы считаете, вот каким должен быть современный учебник по географии, чтобы ребенок его взял и не закрыл через 10 минут? Спасибо. Мы все сейчас свидетели вот этой очень бурной дискуссии с профессионалами своего дела и с министром. И мы понимаем, что география – это комплексный проект, и очень здесь важные слова были сказаны. География – это история, география – это математика, потому что когда я слышу самый северный остров в России, остров Рудольфа, на архипелаге земля Франца Иосифа, 82 градус северной широты. У меня сразу мысль, куда пойти посмотреть, а сколько всего градусов, оказывается, их 90, и 90 градусов находится на Северном полюсе, и так далее, и так далее. Поэтому география, она объединяет в себя практически все предметы, и мне кажется, что учебник, наверное, должен быть настолько интересен и с точки зрения иллюстративного материала, чтобы современному ребенку, который перегружен информацией, было интересно взять его в руки. Это непростая задача, это очень сложная задача. Но, тем не менее, мы все прекрасно понимаем, в каком перегруженном с точки зрения информации времени мы живем. Спасибо. И там обязательно, спасибо большое, должны быть лекции Станислава Владимировича Дробышевского. Да, я вот только хотел представить нашего спикера. Если вы слушали лекцию о древнем человеке больше 5 минут и не уснули, то наверняка с большой долей вероятности вы слушали именно его лекцию, потому что после его подкастов об антропологии дети, школьники, студенты начинают сами тянуться к знаниям и лезут или в учебники, или в интернет, чтобы почерпнуть новую информацию. Лично я вас просто обожаю. У меня дочь благодаря вам начинает еще больше тянуться к знаниям. Побольше бы таких людей, как вы. И это все Станиславу Владимировичу. Наверняка вы тоже его знаете и видели, хотя бы благодаря вашим детям. Итак, Станислав Владимирович, можно ли прочитать человека как живую географическую карту, какие климатические и географические условия стали ключевыми для происхождения, расселения и разнообразия человека? Да.
Спасибо, следующий. Вот. Ну, на самом деле как? География в своем роде это такая азбука. То есть как нельзя читать, условно, Достоевского, не знаю, алфавита, так практически нереально изучать тоже там историю, биологию, мою любимую антропологию без географии. Ну, вот я преподаю в МГУ, и одна из главных проблем для студентов для постижения той же самой антропологии или там археологии, неважно, это незнание географии. Когда уже там на каком-нибудь первом курсе магистратуры историки не отличают Австралию от Америки или там Африки, ну, потому что все на букву А, кроме Европы, да, и то Европа у них кончается почему-то где-то в Польше в основном. Но это прям реально проблема. Ну и тут все прекрасно понимают, да, в чем засада, и вот уже сегодня прозвучало, что в 5 классе школьникам еще как бы рано, в 6 у них уже этого нету, вот, а потом начинается курс той же самой истории, а географию они уже успели забыть, то, что там какими-то рудиментами они изучали, и это проблема реально. То есть, как я себе вижу, вот только что это прозвучало тоже про то, как сложно это в один учебник вместить, оно должно быть согласованное. Вот одна из, на мой взгляд, главных проблем школьного образования в целом, ну, из географии в частности, то, что у нас эти курсы, они каждый сам по себе существует. И какое-нибудь там, не знаю, татаро-монгольское нашествие само по себе, а география Евразии сама по себе. Ну, а скакали эти татаро-монголы по степи. Ну, и то же самое там с биологией, да. Почему у вас здесь живут белки, а здесь какие-нибудь там киты, а здесь пингвины? Ну, потому что география такая. Вот. Но география, опять же, как-то сама по себе, а тут само по себе. Вот. Как это объединить, я лично не очень знаю. Я не организатор, я все-таки лектор. Вот. Но должно быть на высшем уровне. То есть вот этот идеальный сферический вакуум учебник по географии должен в себя включать какие-то элементы из той же самой истории. Ну, почему вот так вот здесь государство, да, вот тут, не знаю, там морские государства, которые плавали там по всей планете, а здесь какие-нибудь континентальные, а эти суперизолированные, а эти там со всеми общались. Ну, а потому что здесь есть береговая линия изрезанная, а здесь леса, а здесь пустыня, а здесь горы. Вот, то есть оно и в курсе истории должно упоминаться, и в курсе географии должна та же самая история упоминаться, ну, равно как и биология, и там все остальные предметы. Вот. А более того, география — это же не просто карта, ну, тут, я думаю, всем более очевидно, чем мне даже. Вот, то есть карта — это вот именно азбука, просто алфавит, а вообще-то это как бы все, что вокруг наверчено, тем более, что география — это же не статичная история, как тоже часто в головах у школьников сохраняется. Ну, есть карта, да, помянутый Яндекс, допустим, и все, дальше ничего не надо. Извозчик довезет, как известно. А на самом деле это ведь динамическая история и в современности, уж тем более в прошлом. Ну, то есть континенты двигались, климат меняется сейчас на глазах и в недавнем прошлом, и когда угодно. Ну, и те же там исторические всякие там пертурбации, какое-нибудь там, не знаю, великое переселение народов, там, начала нашей эры, это климатические изменения. Потому что вот там то суше стало, то влажнее стало, урожайность больше стала. И поэтому появились такие-то государства, такие-то народы снялись со своего места, куда-то там побежали. И оно должно звучать согласованно в разных этих самых предметах. И в истории, в биологии, в географии, ну и где-то там еще, в обществоведении, там какие еще есть. Вот, ну, математику я с трудом понимаю, как сюда можно подтянуть, ну, хотя вот уже сказано, да, что координаты — это математика. Вот. Но опять же, почему-то координаты изучаются раньше, а математика позже. Вот. То есть на каком-то вот надмозговом уровне оно должно быть сведено воедино, чтобы у нас система образования была таки системой, а не вот этими обрывочными какими-то вбросами, которые потом не работают в голове у студентов. Ну, а я, как преподаватель все-таки в ВУЗе, от этого немножечко страдаю, потому что я потом вынужден еще раз объяснять, где находится Африка и чем она отличается вообще от Азии. Вот. И где вообще границы там Азии или Европы, например, находятся, потому что ну, многие вообще не представляют совершенно. Вот. Это реальная сложность. Вот. Но, надеюсь, оно решаемая проблема, и, ну, собственно, здесь присутствующие каждый день эту проблему решают, как умеют. Вот. Ну, дополнительные часы, да, вот бурная реакция была, непонятно откуда возьмутся, честно говоря, я тоже не знаю, где взять еще часов, потому что, ну, инфляция знаний, она такая, что, ну, все в голову не запихаешь, только через интеграцию всех этих знаний вместе. Говорит Валдис как раз, да, да. Можно задать один вопрос? За согласованность. Пожалуйста, один вопрос из зала, да, пожалуйста. Можно микрофон? Девочки.
пропал микрофон. Я чувствую, И вместе девочка. с министром унесли микрофон. И девочек. Давайте У нас я один свой вопрос дам. есть. Итак, давайте, Да. хорошо. Раз у нас нет вопроса, Всё, давайте. всё, стоп, Есть, стоп. да? Да, наш вопрос. Ну, во-первых, Станислав Владимирович, почему вы сбрили бороду? Ну, такое случается. У меня вопрос к Станиславу. Я Чужагаев Абрей Басханович, представляю субъект Российской Федерации Чеченскую Республику. Отучился в Ростове, перебрался как раз к своим корням, но вопрос не в этом. Скажите, пожалуйста, а как нет межпредметной связи между другими предметами? Если взять распределение животного мира, биология это тоже рассказывается. Исторические моменты тоже в тесном взаимосвязи идет. Еще могу сказать, физические явления, климат. Вот, это и есть. Я, например, считаю, что есть. Так вот. Я понимаю, но все равно здесь говорит совсем какой-то контраст идет. Но на самом деле изучать география – это тесная взаимосвязь с другими предметами. Я за это говорю. Я благодарю своего педагога Валентину Николаевну, которая дала мне непосредственно эти знания. Ну, вот так вот. Ну, в идеале так и должно быть. И слава богу, что вам эти знания были даны. Ну, видимо, поэтому вы и здесь, собственно. Оно не просто так произошло. Но я-то говорю о тех студентах, для кого это вот вообще ни разу не очевидно. Ну, как вот в вопросе каком-то в рекомендации прозвучало, природоведение раньше эту проблему как раз решало. То есть вот на раннем уровне ребенок, у него все это как бы более-менее комплексом идет, но пока у него еще в голове знаний каких-то эрудиций нету. А потом, когда у него хоть какая-то основа есть, уже можно туда впихивать какие-то конкретные знания там, по биологии, по истории, там, почему угодно. Но вот так, видимо, и надо. Ну, оно не просто так раньше-то существовало вот это самое природоведение, а потом уже специализации какие-то. Тоже не дураки эту систему делали. Так что вот хорошо бы оно и обратно, чтобы вернулось. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Станислав Владимирович. Спасибо вам, что вы умеете превращать, точнее, скрещивать науку и стендап. Спасибо и нашим предыдущим спикерам, и Оскару Федоровичу, и Ольге Викторовне, и Валдису, и, конечно же, нашему следующему спикеру, который тоже подходит под это определение. Я сейчас говорю о Михаиле. Итак, Михаил. У каждого учителя есть своя точка отсчета. Это, конечно же, человек, событие или личный опыт, которые однажды определили выбор профессии. Вот с чего начался ваш путь в географию? Почему вы решили стать именно учителем? Спасибо за такой вопрос. Ну, знаете, вот если ответить на него, то, наверное, я вспомню один из эпизодов своего детства. Значит, было мне лет 10, наверное, и я разговаривал со своим дедом, Вагатовым Григорием Ивановичем. Он был ветераном Великой Отечественной войны, был командиром легендарной «Катюши», а после демобилизации учителем географии и НВП. Кстати, кто не знает, что такое НВП, вдруг в зале, это сейчас предмет, который называется ОБЗР. Ну, у меня шансов других не было. И знаете, я так вспомнил такой вот диалог с ним, когда он мне говорил, вот, Миша, школьные знания спасали мне жизнь. Умение рассчитать полет снаряда, чтение карты, немецкий язык, вот это самая верная защита от фашистов. И вот сколько времени прошло, да, и насколько эта фраза до сих пор актуальна. Вот. Михаил, современный учебник, их же несколько было по географии. Вы выбирали несколько выжимки или все-таки создавали свои какие-то проекты? Ведь вы же и отличаетесь сейчас в нашей стране тем, что вы сам создаете свои авторские программы и плюс подключаете к этому самих школьников и делаете их соавторами, и да. не только школьников. Конечно, как то есть, мне кажется, и коллеги, нельзя использовать учебник только на 100%. Вот вы согласитесь, да? То есть всегда ты делаешь, дорабатываешь, твои какие-то наработки идут, их на самом деле немало, мы рабочие листы делаем постоянно, да, то есть смотрим, как у друг друга.
огромное количество на разных каналах мы подписаны. То есть вот смотришь, очень много знакомых лиц в зале, и вот мы обсуждаем, а ты на этого подписан, а на этого, да, а какие у него разработки. В любом случае, действительно, мы создаем какие-то уникальные продукты, каждый. Мне довольно-таки повезло, мы запустили очень интересный проект вместе со своими учениками. Этот проект «Географ», значит, в котором мы решили создавать образовательные видеоролики и посты. Причем это был проект совместный. То есть здесь какой был плюс очень важный в том, что школьники были не обычными потребителями контента, а именно созидателями, они создавали. И отсюда огромные образовательные бонусы, то есть это надо уметь сформировать свою мысль и выложить ее. Затем ее необходимо, так скажем, в команде вместе отработать, потому что это и камера, это и сценарий надо как-то сделать. И нести ответственность за то, что ты сделал, то есть потом комментарии-то какие пойдут. Вот. К сожалению, сейчас я вот именно в такой тесной связке с учениками работать не могу. У меня немножко другой профиль, то есть я стал педагогическим спринтером, работая в образовательном центре «Сириус». Вот. Но этот проект, он продолжает, то есть даже те ученики, которые уже выпустились, даже они выпустились, будучи студентами, уже профессионалы, пишут иногда, а вот эта тема очень интересна, вот про нее напишите еще. Михаил, многие, не только учителя, вообще многие люди в нашей стране настороженно пока относятся к искусственному интеллекту. Вот сколько мы не поднимаем эту тему в разных областях, пока есть определенная настороженность. У кого-то, может быть, от незнания, от того, что не успевают погрузиться в познание искусственного интеллекта. А эксперты, которые этим глубоко уже занимаются, говорят, ведь это в помощь и в образовании, и в экспедиции, и в науке, в сельском хозяйстве, да где угодно. Вы используете возможности искусственного интеллекта в своих спринтерских задачах, и можно ли искусственный интеллект все-таки в помощь внедрить в школьное образование и университетское, как думаете? Сейчас не использовать искусственный интеллект очень тяжело. На самом деле, иногда, у меня даже есть такие задания, спроси у Алисы. Ну вот прям совсем примитивные, допустим, надо дать определение, и, значит, ну, есть несколько уровней. То есть если это 5 класс, то вот ставим колоночку, значит, спроси у нее, как сформировать тот или иной термин, допустим, да, географический, а потом сравним его, как это дали в учебнике. Где посложнее, ребята постарше, я прошу их создать промпт, но сделай так, чтобы это было в научно-публицистическом стиле и чтобы это понял 5-классник. Там, допустим, сложные какие-то темы, там, допустим, удобный флаг, у нас есть тема в 10 классе, да, вот, а как ее рассказать 5-классникам? Но есть и, конечно, минусы, да, все творческие работы мои девальвировались, к сожалению, их прогоняют через искусственный интеллект, но и это заставляет меня, как профессионала, искать новые пути. То есть, действительно, рабочий лист, вот у меня жена такая говорит, почему ты все время ходишь вот в каникулы на работу? Ты же уже подготовился. Я говорю, так это было в прошлом году, сейчас заново надо готовиться. Мы бесконечно готовимся к нашим урокам, это постоянно происходит. И здесь то же самое, то есть ушло это задание, да, вот оно творческое, ну, значит, надо новое придумывать, надо включать этот искусственный интеллект. Или наоборот, сделать так, чтобы с помощью лишь искусственного интеллекта это задание не решить. Спасибо. Спасибо. Михаил Ваганов, человек, который может превратить карту мира в захватывающее путешествие, и который доказывает, что география – это не только заучивание столиц. Ну а мы переходим к твоему любимому, уважаемому подчиненному. Да, с Валдисом можно говорить бесконечно, потому что это такой же географ в душе, страстный путешественник, и никогда бы не подумала, что человек, который так управлял нашими эмоциями в программе «Угадай мелодию», теперь угадывает открывает новые места в нашей стране и во всем мире, и доходчиво доносит эту информацию до каждого зрителя, до каждого поклонника его документальных фильмов и всех путешествий, которые он создает. Валдис, вот как бы попробовать твои знания, да тоже вот правильно уложить в учебники, потому что так как ты делишься опытом, ну, редко кто может, это особый талант, ты журналист.
Вот мне кажется, в учебнике и этой части тоже, ну, скажем, доп. Образования не хватает. Не знаю, согласятся ли учителя, но кто еще лучше расскажет, как не сам путешественник, о том, что такое вообще наша страна? Например, как определить координаты того места, откуда ты прыгаешь с парашютом на воздушном шаре с точностью до метра? Вот самый, скажем так, спонтанный и неинформативный пример, потому что когда вы прыгаете с воздушного шара, вы не знаете точки приземления. То есть шар взлетает, куда его понесет, неизвестно. Нам нужно набрать высоту 2000-1700, и пилот шара, как правило, поскольку он летает в этом районе, говорит: ребят, ну вот где-то там вы будете садиться, значит, на желтое не садитесь, это рапс. На зеленое тоже, это кукуруза. Пытайтесь приземлиться на темненькое, если вам повезет, это будет не рожь, а просто какой-то небольшая лужайка, где вам удастся приземлиться. На самом деле, я знаю, что в некоторых школах показывают наши фильмы, потому что помимо географических экспедиций, мы делаем еще фильмы о истории нашей страны. Допустим, фильм «Люди, сделавшие Землю круглой», о полетах Чкалова, Громова и Ливаневского, 3 великих перелетах, один из которых закончился трагически. Я знаю, что во многих школах, ну, в свободное, внеучебное время эти фильмы рекомендуют, во всяком случае, к просмотрам педагоги. Надо сказать, что, во-первых, кстати, у Русского географического общества есть минус. Я сейчас о нем скажу. Да. Русское географическое общество все-таки в первую очередь концентрируется на путешествиях, которые совершаются внутри нашей страны. Но при этом забывает, что огромное количество великих открытий, великих экспедиций наши соотечественники совершали и совершают до сих пор. И в первую очередь у РГО интерес все-таки к территории Российской Федерации, потому что, хотя огромное спасибо за фильм «Ген высоты» или «Как пройти на Эверест», Русское географическое общество его поддержало, несмотря на то, что это было за пределами нашей страны. Если понадобятся рассказы Федора Конюхова, рассказы мои, рассказы тех документалистов и путешественников, которые сейчас работают, мы с огромным удовольствием присоединимся, но в данном случае мы, скажем так, можем часами рассказывать, но мы не знаем, насколько это должно быть, скажем так, узкосегментировано или в каких-то определенных рамках. То, что действительно интересно. Потому что здесь сегодня уже говорилось о том, что вообще любой учебник, он субъективен. И то, что автору кажется очень важным, и то, чему нужно посвятить огромное количество времени, на самом деле может быть и не так существенно. Я за, знаете, такую некую экстернатуру. Вот когда в старших классах дети фокусируются на тех предметах, которые им сейчас нравятся. Это не значит, что они будут заниматься ими потом в жизни. Я закончил философский факультет Московского университета и год отработал в Академии наук, в Институте истории, естествознания и техники, в секторе истории и науки, потом ушел навсегда. И все. Для меня это были счастливые годы моей жизни, но на этом с философией у меня закончилось. Но в тот момент, когда они пытаются определиться, это 8, 9, 10, 11 классы, может быть, принцип вот этого экстерната, который сейчас существует, когда дети в 9 классе сдают те предметы, которыми они не хотят больше пристально заниматься, и фокусируются на тех предметах, которые им, наверное, понадобятся в ближайшие несколько лет. Может быть, и с географией такая история должна быть, потому что, я еще раз повторю, география – это нет науки, которая тотальна для всех. Здесь сидят люди, влюбленные в географию, и на сцене тоже. Но там, на улице, мы можем оказаться в меньшинстве. Поэтому мне кажется, что должно быть правильное, хорошее, качественное базовое образование с возможностью у старшеклассника уже, собственно говоря, получать дополнительную информацию. Точно так же, как придумав некий фильм о том или ином событии или о той иной экспедиции, мы уходим в архивы, в библиотеки, начинаем читать и получать знания, потому что ты не можешь рассказывать о каких-то событиях, если ты не понимаешь сути предмета. Собственно говоря, мы ради этого пересекли Антарктиду, 5519 километров в автономном режиме, без дозаправок. Такого не делал никто, именно для того, чтобы иметь возможность рассказывать зрителям о
Скотте, о Амундсене, о Моусоне, о Шеклтоне, о великих первооткрывателях на уровне понимания, чего им это стоило. Вот, поэтому мне кажется, что тут правильный баланс между необходимым базовым знанием и дальше большим исследованием для влюбленных в этот предмет детей. Вот, собственно говоря, есть панацея. Спасибо, Но Валдис. поаплодируйте, если я прав. А еще, можно еще вопросик? Конечно, конечно. У нас еще есть вопросы от телезрителей. Вот, Валдис, вы как человек, который поднимался на Эверест. Я не поднимался на Эверест, потому что выше 6500 метров я не могу сказать текст. Поэтому у нас группа... Но как сказать текст в лагере ABC на Эвересте? Это 6400. Вы 3 минуты восстанавливаете дыхание, потому что там вы недополучаете уже 30% кислорода. Вот. После этого вы говорите свой красивый, но желательно компактный текст. И после этого 3 минуты пытаетесь отдышаться. В чем сложность пить в горах воду? Сделал 2 глотка, пропустил 2 вдоха и сбил себе дыхание. Поэтому съемочной группой мы, для тех, кто, может быть, не знает, мы сделали 2 экспедиции. Это Эверест, самая высокая гора, и К2, самая сложная гора на свете. Съемочной группе базовой выше 7000 метров запрещено подниматься. Дальше идут только высотные операторы. Но в Арктике-то вы точно были? Очень много. Я был и в Арктике, и в Антарктике. И в Антарктиде. И заметьте, вот Какой загар, смотрите. Позволь, вот эти розовые щечки, это еще с 19-го года загар из Антарктиды. Нет, с 19-го. С 19-го я сказала. Вот, здесь просто звук гуляет. И если хочется девушке иметь такой здоровый всегда румянец, всем в Антарктиде не хочется, тогда в России будем. Так в чем вопрос? Я просто перебил, я уже пока задавал. Спирались. А знаете, как сложно промолчать в этот момент? Вы спирались на вершину Эвереста, а ты просто... Ну, я хотел банальный про самую интересную экспедицию и как она была связана с географией. Но давайте мы, знаете, что предоставим все-таки Анастасии. Я очень хотела воспользоваться моментом, у нас заканчивается время. Мы с вами заговорили о проекте «Наставник. Лучший наставник в походе». Я бы вам хотела предложить в этом проекте принять участие. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы это направление развивалось. Да, мы как общественная организация не можем повлиять на министров и на министерство и добавить дополнительные часы, как ни пытались мы это сделать. Может быть, мы начнем с малого и сделаем что-то очень важное и большое. Поэтому вы участвуйте, пожалуйста, в этом проекте, и мы докажем, что это важное направление для того, чтобы ребенок в школе изучал географию не только в стенах своего класса. Валдис, уважаемые наши спикеры, пообещайте, что вы будете теми же самыми нашими звездными наставниками для школьников и сходите с ними обязательно в поход. И вместе с нашими учителями и участниками нашего проекта мы докажем всей стране, что это Я только важно. хочу напомнить, что когда Федор Конюхов собирается в поход, его собака прячется в самый дальний угол. Чтобы он его не нашел. Но на самом деле это, конечно, такой шутливый девиз, но его приписывают Федору. А что дома сидеть? Пообещайте нам, пожалуйста. Спасибо. Ну что ж, мы будем завершать. А еще я бы хотел поблагодарить сегодняшних наших, весь наш зал, кто задавал вопросы. Простите, мы, конечно же, не успели их все зачитать сегодня. И наши уважаемые гости не успели на все ответить. Но мы будем надеяться, что в следующий раз мы обязательно выполним программу. Нас попросили еще раз напомнить о том, что на стене появится QR-код. Вы снова можете его поймать и задать вопросы министру просвещения Сергею Сергеевичу, как он и попросил. Ну, как попросил? Давайте главный Попросил. вопрос. Нет, да, главный вопрос надо задать, когда следующая встреча, а потом, чтобы, да? И когда решится хотя бы один из этих вопросов, мне кажется, это будет уже маленькая победа в большом деле. А теперь мы хотели бы попросить вас немного с нами размяться. Попробуйте ответить на наш вопрос, но при этом, пожалуйста, встаньте. Встаньте те, кто хоть раз думал уйти из профессии и остался. Есть? Кто хотел уйти? Вот. Но остались. Вот. Валдис. Встаньте те, кто еще только выбирает профессию, свой путь, но уже чувствует, что география может стать делом его жизни. Я не могу второй раз встать, я бы тоже встал. Вот, пожалуйста. Встаньте, пожалуйста, те, кто понимает, решения, которые принимаются сегодня, влияют на то, как дети будут видеть страну завтра. Вот.
Вот это да! А теперь встаньте те, если еще, конечно же, не встали, кто верит, что география — это не просто предмет, а способ увидеть страну, мир и свое место в нем. Третий раз я бы встал. Дорогие коллеги, вы знаете, у меня на самом деле мурашки по коже от того, что вы такая сильная, сплоченная команда. И пусть караван идет, да, пусть собаки лают, пусть наш караван идет, и мы маленькими шагами сделаем большие дела. Только благодаря вам. Спасибо огромное, что вы есть. Пожалуйста, давайте держаться одной семьей. Пускай собаки лают, а собака Федора Конюхова сидит где-то там в своем уголке и трясется. Давайте встречаться чаще, мы будем создавать для этого поводы. Спасибо вам! Спасибо за вашу ежедневную работу. Спасибо нашим спикерам, спасибо.